Подожди. Камеру увидел. Да, давай, снимай. Вот стаскивай. Вот стаскивай, да. Тянем, потянем. Вот так. Стянули. Вышел, нет? Тянули, да. Как смешно. Лёва. Добыча Лёвина, да? Добыча. Помощник. Помощничек. Упала тряпка. Правда, шляпа упала Добыча. на пол. Да. Добыча, Лёвина. Лёвина добыча. Говорит Лёва. И девчонки подарили котенка. И он рос, рос и вырос большого кота. И везде стал бродить. И дверь откроет ночью башкой своей. И ей холодно. Она не могла никого его пристроить, этого кота, Вероника. Ну и говорит, мама, я привезу домой. Я говорю, ну вези, я буду мучиться с этим котом. Ну я ей сказала, когда она пришла, сейчас, говорю, мне кота привезла, а через год ты мне ребенка привезешь. Слушайте, как в воду глядел. А у художника сколько должно быть кисточек? Много. И чем больше, тем лучше. А у вас, Вероника? Я не считала. Вот раз, два, три, Здесь 4. Да? три. Это я пока взяла так, немножечко. Потому что небольшой этюд, значит, меньше кисточек, побольше картины, побольше кисточек. А эта ваша работа уже имеет название? Нет пока. Нет? Планов много? Много, но неизвестно еще, удастся ли их осуществить. Забот очень много, хлопот. Хлопот. Вернемся к началу. Я посмотрела ваши фотографии. Почему вы там в 11 лет на лошади верхом? Нравилось. Ипподром неподалеку. У меня первый раз мама повела на ипподром, ну что для, как сказать, при ДЦП это помогает. Где-то после года жизни я переболела гриппом, осложнение после гриппа. Но диагнозы ставят всегда ДЦП, может быть это и торсионная дистония. В общем, под сомнением. Но все равно это в общем, паралич ног. Санатории были, больницы, все было. Массаж, ЛФК, лечебная физкультура, все это, эти выпрямления ног постоянные, растяжки. Вот. Пытались излечиться, я очень хотела излечиться, но не получилось. Вернемся к московским страничкам вашей жизни. Да, это что-то вот родное для меня стало. То есть я как бы вот с 21 года я там по 27-28 лет. Это уже существенный все-таки срок пребывания в Москве. А это было заочное или очное обучение? Очное. Да, очное. Где? Государственный специализированный институт искусств. При Центре творческой реабилитации инвалидов. Вот сначала был создан Центр творческой реабилитации инвалидов. Он единственный в мире даже считается. Высшее образование вот для инвалидов творческих людей, он единственный в мире. Вот, и вот при этом центре был создан этот институт. Вы сейчас скучаете по Москве? Да, конечно. Да. Друзья там, подруги все остались. Вообще Москва для вас это такой свой мир? Вот если это свой мир, то он какой? Мне кажется, Москва суетливая, шумная. Но она разная. Но, смотря чем, вот какую ты предпочитаешь для себя ее видеть, что открываешь. Для меня это и красочное, и людей много, друзей разных, открытых. Они все-таки открытыми у меня были.
У вас такая квартира, как и мастерская, и музей, И дом. и дом, все Всё вместе, да. Мастерской, конечно, не мешало бы вам заиметь. Приносит ли ваша работа вам деньги? Мало очень. Когда-то вот раз в год продастся что-то и все. На что живем тогда? На пенсию. На пенсии это маленькая. Пенсия всего 600 рублей. Может быть, из этого этюда вырастет большая работа, а может быть, не вырастет, как я подумаю потом. Может быть, здесь человека фигура появится, потом большой уже работа. Когда ты возвращаешься к работам, а когда-то и так и остаются эти работы, этюдами. И не жаль потраченного труда. Нет, наверное. Все равно это не напрасно, я думаю. Какой сильный характер у этой хрупкой, молодой и очень красивой женщины. Она привыкла брать ответственность на себя, не рассчитывая ни на кого. Вот решила и поехала в Москву учиться, при этом самостоятельно зарабатывая себе на очень нелегкую жизнь в столице. Решила, родила и сама вместе с мамой воспитывает сына Левушку. И все-таки малая толика внимания, заботы и помощи ей бы, конечно, не помешало. И, кстати, в областном комитете социальной защиты населения сейчас вновь открывается отдел по проблемам инвалидов. Разрабатывается областная программа социальной поддержки и реабилитации инвалидов на 2002 год. Среди приоритетных, то есть главных направлений, адресная помощь, социально-бытовая реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями. Это значит, будут активнее решаться вопросы трудоустройства, быта, жизни, создания безбарьерной среды в нашем городе и области. Ну что ж, я попрощаюсь с вами. Смотрите нашу программу «Будем жить».